Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире уже 4-й выпуск программы «Скажите, доктор». Мы уже говорили об аллергии, о диспансеризации, об остром коронарном синдроме. Сегодня поговорим об остром нарушении мозгового кровообращения. Тот, кто не сталкивался с этим, счастливый человек, но тот, кто столкнулся, знает, насколько все серьезно. О том, как не допустить катастрофы, сегодня в этой студии буквально через минуту расскажет врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук. Готовьте свои вопросы. Острое нарушение мозгового кровообращения – это патологический процесс, при котором ухудшается циркуляция крови в сосудах головы. Человек может страдать от головной боли. Мигрень в этом случае тревожит длительное время и плохо купируется лекарствами. Понижаются зрение и слух, возникают проблемы с координацией, речью и памятью. Человек может забывать важные события и даже имена близких людей. При появлении характерных симптомов важно срочно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений. При остром нарушении мозгового кровообращения появляется большой риск возникновения необратимых изменений или даже летального исхода. Острое нарушение мозгового кровообращения также часто называют инсультом. Итак, тема сегодняшней программы известна, и я хочу представить вам нашего гостя. Это, как я уже сказала, кандидат медицинских наук, заведующий неврологическим отделением клиники номер 1, врач высшей категории, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Новгородской области Павел Владимирович Стариков. Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте. Итак, вот расскажите нам, пожалуйста, насколько все серьезно действительно, и, может быть, мы далее уже поговорим и о диагностике, о причинах, о симптомах, но прежде всего, вот насколько, хотелось бы сначала узнать, насколько вот эта проблема сегодня актуальна и молодеет ли она? Если говорить об инсульте, то нужно знать, что лучше предупредить это заболевание, чем потом справляться с его последствиями. Давно уже Всемирная организация здравоохранения, наш министр здравоохранения России уже на всех докладах многочисленное количество раз сказали, что от медицины, если случилась катастрофа при инсульте, зависит 10-15%, а остальные 85% зависит от человека и экологии. Причем от экологии где-то тоже процентов 15-20. Все остальное человек. Почему? Дело в том, что мы очень сложно устроенный организм, и если не соблюдать какие-то правила, в организме что-то не заладится, и он будет работать неправильно, и появляются болезни. В том числе инсульт появляется не сам по себе, это не отдельная нозологическая единица, не какое-то самостоятельное заболевание, это осложнение уже имеющихся. Гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, сахарного диабета, который не лечится. А у курящих людей у них есть свой особый риск. Это сужаются сонные артерии тромбами, потому что кровь становится густой. И что мы еще не сказали? Не сказали еще про холестерин, потому что сейчас у нас есть возможность замерять холестерин во всех поликлиниках и частных конторах города, может каждый посмотреть. Еще есть у инсульта одни особенности. Кроме этих заболеваний, есть фактор риска. То есть, если употреблять алкоголь, неправильный алкоголь, плохой в огромном количестве, то возникают изменения, и этого человека может разорваться сосуд, то есть будет геморрагический инсульт. Мы говорим, инсульт помолодел, да? Да. А он молодеет у кого? Он молодеет у редких людей, которым не повезло, и у них тяжелая гипертония, которая не лечится, даже если они стараются. Это очень бывает редко. Это буквально 3% среди гипертоников, у которых ничего не получается подобрать терапию. Это разорваться сосуд может, вторая причина, если есть врожденная аномалия сосуда, аневризма. Да? А сейчас это даже в нашей областной больнице стали делать операции по удалению этих аневризм, если они выявлены. А так, если человек будет не следить за артериальным давлением, разорвется сосуд, и употреблять алкоголь. Да? То есть это не пьешь, не куришь, спишь достаточное количество времени,
умеренно занимаешься спортом, проходишь вот эти 10 тысяч шагов, то есть 5 километров в день, не пьешь пиво и не нервничаешь, то у тебя риск возникновения, в том числе и гипертонической болезни, и инсульта как его следствие, и уже смерти как от осложнения инсульта, уже у тебя значительный риск падает. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. Как уже поняли, сегодня мы говорим об остром нарушении мозгового кровообращения или, другими словами, об инсульте. Вопросы задавайте, но мы еще, Павел Владимирович, просили заранее новгородцев задать вопросы, и они их задавали в нашей группе ВКонтакте Новгородского областного телевидения и в группе достаточно таком популярном, можно сказать... Ну, давайте их послушаем. Да, в популярной группе «Отзывы ЧП Великий Новгород». Вот, в частности, Елена Ушакова спрашивает, какими лекарствами лечится инсульт? Был у бабушки, врач выписал уколы и таблетки. Стали искать в интернете информацию по выписанному, а там написано, что все это не имеет эффективности, неэффективно. А чем лечиться, конкретной информации нет. Но это традиционно. Сейчас люди лечатся по интернету. Вы понимаете, вот в большей степени. Не совсем правильно, конечно. Вот. Правильно, что она не нашла информации, я вам сейчас расскажу. Наша страна отличается от всего мира, естественно, да? У нас большое количество стимуляторов мозга. Во всех странах Евросоюза, Америки есть определенные причины, их не используют при инсульте. А это очень консервативная медицина. Лечение инсульта в Евросоюзе и Америке, там используются аспирин и клопидогрель. Лечение диабета, лечение гипертонии или аспирин или клопидогрель. Дополнительные лекарства нет. В некоторых странах, если страховка позволяет, нанимается специальный человек, иногда от государства бесплатно, тот, который учит пациента, у кого нарушилась речь, разговаривать, это логопед, и учит движением, это эрготерапевт и инструктор лечебной гимнастики, и врач по лечебной физкультуре. Вот это доказанное лечение. А если применять мозговой стимулятор, те клетки, которые погибли в первые минуты, они же не появятся. И поэтому везде пишется спорно, и правильно, что она увидела спорно, поэтому нужно обратиться к врачу и спросить, как правильно реабилитировать бабушку. У нас есть Новгородский центр реабилитации на Славной, и есть стационарное отделение на Большой Московской. И там для пациентов с инсультом есть койки, и можно через комиссию отборочную пройти и туда госпитализироваться. Это вот бывшая Планета, поликлиника «Планета», да? Да, больница «Планета». Больница Да, там «Планета». есть отборочная комиссия, туда можно попасть. Угу. У нас есть вопросы телезрителей. Послушаем телезрителей. Мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Меня зовут Нина. Я перенесла ишемический инсульт в 2015 году. Я бы хотела узнать, какая поддерживающая терапия существует. Ну, бывает, как вот говорят, там раз в полгода принимать какие-то препараты. Да, я понял. Да. Сейчас вот, я что отвечу. вы посоветовали? Это первый вопрос. А дальше? И единственный, по-видимому. Единственный. Если инсульт уже произошел, и это было 2 года назад, это называется последствия. То есть острое состояние ушло. Про тот инсульт мы говорить больше не будем. Ну, кроме вот реабилитации, учиться двигаться и так далее. Мы будем говорить о том, чтобы не случился второй. Ну, второй, для кого-то третий. Это фактор риска. Давление у вас должно быть в пределах общечеловеческой нормы 120/70, в том случае, если нет сужения сонных артерий. Сонные артерии вы должны посмотреть хотя бы один раз УЗИ, сделать хотя бы один раз в жизни, чтобы посмотреть, что мозг получает достаточное количество крови. Хотя бы один раз вы должны сдать липидный обмен и посмотреть холестерин и его составляющие. Внутри холестерина существует хороший и плохой. Может быть, общий холестерин неплохой 6, а внутри плохого липопротеидов низкой плотности много. В этом случае нужно будет принимать статины. Хотя бы один раз нужно будет в год, то есть это называется профилактика и называется диспансеризация. Посмотреть глюкозу крови, чтобы она была нормальной. В том случае, если будет найдена какая-то проблема, то ее устранять. Зачем это надо? Это надо, чтобы не случился второй. Ну, исчерпывающий ответ.
мне кажется. Это я ответил, как положено в стандартах стран всего мира. Это европейские, это азиатские стандарты, японские, австралийские, американские. Во всех стандартах вот ответ будет именно такой. У нас новый звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот у меня подруга переболев инсультом, целый год стояла на очереди на МРТ. По поводу талончиков на МРТ бесплатного определяет всегда лечащий врач. Нужно, не нужно. Когда мы назначаем магнитно-резонансную томографию? В том случае, если мы ставим диагноз под сомнение, раз. Когда мы ищем какое-то другое образование мозга, два. И третье, когда мы хотим исключить аневризму мозга. То есть врач назначит МРТ только в этом случае, касаемо сосудистых заболеваний. На каждое лечебное учреждение, насколько я знаю, выделяется определенное количество талонов на месяц или год. Поэтому нужно обратиться по месту жительства к своему лечащему врачу и спросить, где талончик и нужно ли мне это делать. Почему? Потому что компьютерный томограф мы делаем всем в первые 20 минут, когда человек попадает в наш стационар, клинику номер 1 для новгородцев, для боровичей. Это боровическая ЦРБ, для Старой Руссы. Если томограф там не работает, его делают в очень короткие сроки сразу. Мы делаем это в первые минуты. Делать МРТ потом, во-первых, есть ли смысл. А во-вторых, спросите, где ваш талон, если он нужен вообще. И новый вопрос. Мы внимательно слушаем. Алло. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. У меня вот утром давление 160 на 87. Так. И все, что-то сорвался звонок. Ну, А вот потом утром 100 на 52. И это до самого вечера. А вечером уже может нормализоваться давление часов в 10 в 11. то есть меняется давление в течение дня. Ваш вопрос о контроле артериального давления. Есть счастливые люди, у которых давление стабильно. Или высокое, или нормальное, или низкое. В этом случае можно предпринять какой-то шаг, чтобы оно стабильно понизилось или повысилось. Вот. А есть люди, у которых от неудачи давление прыгает. Как советуют кардиологи? Во-первых, надо к кардиологу обратиться, да? Вот. Может быть, будет какая-то находка в вашем организме или в вашей жизни, что это делает. Может быть, волнуетесь, может быть, соль, может быть, недосыпание, может быть, еще какой-то фактор. Вот. А в любом случае будет сказано вам одно и то же. Вы должны измерять артериальное давление на любое плохое самочувствие, чтобы засечь подъем или снижение и принимать короткодействующие гипотензивные. Например, капотен, каптоприл, он действует только 4 часа по сравнению с, например, тем же энолаприлом, который действует 8 часов, 10 часов. То есть он закрывает все сутки. А капотеном короткие кризы можно поднять. И разобраться, почему оно прыгает. Но это может вам помочь только грамотный врач, это кардиолог. Поэтому нужно обратиться или в кардиоцентр, или в поликлинику по месту жительства к кардиологу. Попробует вам найти, почему же оно прыгает. Может быть, это проблема щитовидной железы. Опять же, кардиолог. Геннадий Степанов вот заранее задал вопрос в группе «Отзывы ЧП Великий Новгород». Спрашивает, почему инсульт молодеет. Ну, мы частично уже ответили, но, может быть, Ну, давайте, конечно, это как-то стоит еще раз. повторить. Люди не знают, что это такое, где можно сделать диагностику мозга, никто не знает. Сейчас не мозга, а факторов риска. Сейчас все скажу. По поводу инсульт молодеет. Я буквально вот сегодня готовился к коллегии министерства нашего регионального, которое завтра будет, и посмотрел все цифры о молодых пациентах. Так вот, молодых пациентов с инсультом очень и очень мало. И за прошедшие 5-10 лет их становится все меньше, потому что молодые люди все-таки или ведут более здоровый образ жизни, меньше курящих на улице, ведь это правильно. И ларьки закрылись, алкогольные тоже их меньше стало. А по опыту, значит, их становится меньше для Новгородской области. Это раз. Второе. Мы отслеживаем в нашем отделении, в котором я работаю, в клинике номер 1 на Зеленского, отслеживаем каждого молодого пациента в особенности, потому что у него впереди еще, в общем, жизнь для трудоспособная жизнь.
и смотрим, почему, чтобы дать ему советы, чтобы он мог прожить долго. И это оказывается в большинстве случаев, что это молодой человек был запредельным гипертоником и не обращал внимания на это. А второе, то, что злоупотреблял алкоголем. И у нас молодых инсультов вот больше половины пациентов трудоспособного возраста, то есть молодых геморрагических инсультов, очень много, которые накануне выпили. То есть у меня в отделении с инсультом очень много пациентов, которые не следили за своим здоровьем или нарушали какие-то правила здоровой жизни. Поэтому инсульт не молодеет. И в молодом возрасте бывает, что холестерин высокий, и пациент об этом не знал. Он не попадает к нам, который принимал статины. Этих пациентов практически к нам не попадают. Они остаются здоровыми и живут в семье, трудятся. А к нам попадает тот, который не знал, что у него высокий холестерин, высокое давление или накануне злоупотребил большим количеством алкоголя. Вот для чего и нужна диспансеризация, о которой мы вчера в этой студии говорили, что человек вот как-то перетерпливает, что ли, вот такие моменты и не подозревает о том, что болезнь там где-то уже притаилась. Но пока еще вот человек как-то с ней живет. Вероятно, все-таки нужно диспансеризацию проходить. По поводу диспансеризации хочу сказать, что диспансеризации в мире практически нету. Это достижение советской медицины, которая абсолютно бесплатна, а в других странах бесплатного ничего нету. В развитых странах там никакой диспансеризации нет, там только за деньги. Поэтому в развитых странах, даже в Финляндии, например, Швеция, люди боятся болеть, потому что знают, что это очень дорого, и они ведут здоровый образ жизни, не пьют, не курят, занимаются спортом. А в России у нас очень много бесплатного в медицине. И этим надо пользоваться. Этим надо пользоваться. Пока не отменили, пока есть бесплатная диспансеризация, можно продлить жизнь. Вы же знаете, откуда взялась диспансеризация? Ее придумали наши правительственные медики, чтобы продлить жизнь кремлевских старцев. Сначала началась диспансеризация из Кремля, а потом показала свою высокую эффективность, ее пустили в массы уже в Советском Союзе. Какие интересные факты вы нам рассказываете. И надо пользоваться, потому что она пока есть, пока мы не совсем капиталистическая страна, пока у нас есть остатки советского прошлого. Поэтому это очень здорово, что у нас есть бесплатно. У нас на очереди два звонка телезрителей. Мы слушаем первый. Пожалуйста, вы в эфире. Это у меня вопрос такой. Что уже 2 года не проходит в голове звон. Обращался к нейропатологам. Посмотрели аппарат, сидя за столом, лоб посветили, назначили мексиприм, месяц принимал, толку 0, и ничего, улучшения не предвидится. И слева эта сонная артерия не прощупывается, как провал. Вас беспокоит этот звон. Как вас зовут? Лапин Владимир Сергеевич, 83 года. Ой, какой вы молодец. Владимир Сергеевич, у тиннитуса, ушного шума или головного шума есть несколько причин. Есть определенные правила обследования. Если вы придете к или невропатологу по месту жительства, или ко мне, если вдруг вы выберете, да, то мы скажем вам четкую программу, алгоритм поиска причины, и когда будет найдена причина, уже скажем, что делать. Ну вот вы уже сказали ко мне, да? Вот давайте сейчас сделаем маленькую... Это персональное приглашение. Персональное. Да, человек в столь почтенном возрасте заботится о себе, это похвально. И хочет быть здоровым, просто замечательно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, отправимся в ваше неврологическое отделение, а затем продолжим разговор в студии. Наш телефон 67 97 67. Павел Владимирович Стариков, медик в 4-м поколении, работает врачом уже больше 20 лет. В июне 2013 года он стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший невролог страны». Он считает, что много лет назад выбрал самую интересную и благородную профессию в мире. Даже в сложные времена о своем выборе не жалел. Заведующий ценит свой персонал, особенно опытных сотрудников. Поддерживает Анатолий Владимирович и молодых специалистов. Ну а главный критерий в работе для него – хорошее самочувствие пациентов.
Александр Иванов заранее задал вопрос, какие меры профилактики инсульта и транзиторной ишемической атаки, правильно я сделала ударение? Транзиторной ишемической атаки существуют. Какие виды обследований помогут в ранней диагностике этих заболеваний и где эти обследования в Великом Новгороде можно пройти? Существует группа патологии в организме и здоровый образ жизни. Про какие-то проблемы в организме мы уже сказали пару фраз. Давайте поговорим про особенности нашего поведения, социального и индивидуального. Например, я очень рад, что у вас в студии появился стакан с водой на столе. Дело в том, что наш организм состоит, как вы знаете, из воды. Да? Поэтому у нас на большое количество, на 70-80%, получается, мы как огурец, который не поливать, и в котором не будет в воде, это будет, в общем, что-то довольно несъедобное и невкусное. И точно так же с нашим организмом. Он без воды работать не будет. А если говорить только о сосудистых заболеваниях, то появляются риски тромбообразования. Без разницы где. Это будет сердце, это будет ноги, это будет инфаркт сердца, это может быть инфаркт мозга, то бишь инсульт и так далее. Просто ли это 1,5 литра, вы говорите, фактор риска, что сделать? Просто это выпить 1,5 литра воды в сутки. Не за раз, конечно, и не только вода. Это будет чай, это будет компот, это будет суп, это будет бульон и так далее. 1,5 литра жидкости минимум вы должны выпить. Потому что если не выпили, застой во всех органах, повышенное тромбообразование. Это можно делать? Можно делать. Чтобы сердце работало адекватно, можно давать нагрузку на него ежедневно в виде 10 тысяч шагов. Это может практически каждый человек. Да? 10 тысяч шагов. Поэтому сейчас одевают очень много людей фитнес-браслеты. Да. Это правильное решение. Кроме нагрузки, свежий воздух нам всем нужен. И большое количество сна, чтобы остаться на плаву с достаточным интеллектом. Есть исследование Рочестерское 2012 года, изобрели глимфатическую систему. И доказали, что только во время медленной фазы сна вымываются из головы все продукты, из головного мозга вымываются все продукты, продукты распада клеточной работы, которые накопила клетки за день. И в том числе амилоид, который играет роль при болезни Альцгеймера. Так вот, только во время сна наш мозг может обновиться и очиститься. Поэтому спать 8 часов. Дискуссии не может быть ни 2, ни 6, а 8 часов каждый человек не доспал здесь, в какой-то день ты потихонечку в какие-то дни доберешь. Поэтому спать нужно количество времени определенное. Вот он, здоровый образ жизни. Есть третий пул причин. Это вредные привычки. Куришь – получи сужение сонных артерий или получи сужение артерий ног, потом которые хирурги отрезают, когда будет гангрена. Сонные артерии, там голову не отрезают, поэтому люди получают инсульт. Не курите, вы не получите сужение сонной артерии, соответственно, риск инсульта падает. А сколько атеротромботических инсультов из-за сужения сонных артерий? 20%. То есть из 100 инсультов 20 из-за сужения сонных артерий. И в основном это курильщики, в основном это мужчины, в основном курильщики. Чтобы у здорового человека, не курящего, было сужение тромбоартерий, это какие-то генетика, это особенность, это редко. Не курите. По поводу водки. Не пейте, не будет заболевания, мы говорим о кардиологии, не пейте, не будет заболевания сердца, не будет нарушения ее ритма. Алкогольная кардиомиопатия – это не ИБС, которая с возрастом появляется, а это изменение сердца из-за алкоголя. Не употребляйте алкоголь. И не будет нарушения ритма через вашем, уже в преклонном возрасте. И пол заболеваний, мы уже говорили, это гипертония, сахарный диабет, холестерин. У нас много звонков до сих пор еще висит. Извините за такой сленг, но, может быть, на один успеем. Да? До конца программы у нас остается буквально минута. Мы слушаем вас. Добрый день. День добрый. Добрый. Добрый день. Добрый. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Людмила. Муж перенес посттравматический инсульт в 40 лет. 8 месяцев прошло, речь до сих пор не восстановилась. Реабилитационные мероприятия мы проводим в Планете, раз в 3 месяца, но там нет логопеда. Как нам можно воспользоваться все-таки бесплатным логопедом? Что можно сказать коротко на этот вопрос?
Логопеды есть только в стационаре, это правда. И логопеды есть в поликлиниках, есть только в детских, насколько я знаю. Есть в стационарах для лечения инсультов. Столько логопедов в области, насколько я знаю, нет. Их просто надо выучить и поставить эту цель, чтобы логопеды появились. Поэтому на сегодняшний момент можно получать логопедическую помощь только в стационаре. Как можно вам помочь? Дело в том, что каждый день логопед вам не нужен. Он может дать вам тематические задания, вы их будете выполнять и приходить на проверку, например, 1 раз в месяц. Я думаю, что это вполне можно устроить. И если вы обратитесь ко мне в клинику номер 1, я постараюсь, вместе с мужем, конечно, я постараюсь вам помочь, сам посмотрю. Если правда логопед нужен, мы попробуем договориться, чтобы вы получали вот эти занятия. То есть будет работа ваша. Не логопед будет с вами каждый день, как привязанный, а он будет вам давать задания, вы будете выполнять. Если вас это устраивает, что вы поможете мужу тоже, а не только логопед, то тогда приходите, найдем решение. Спасибо вам большое за то, что вы так откликаетесь на вопросы наших телезрителей, даже предлагаете помощь, наверное, вне очереди, да? Но вот это, наверное, как бы бонус тем, кто звонит к нам в эфир и заботится о своем здоровье. Я благодарю вас за участие в программе, за то, что вы нашли время к нам сегодня прийти. И напоминаю вам, уважаемые телезрители, что завтра мы выйдем в прямой эфир ровно в 12:40, и темой программы станет готовность детей к систематическому обучению в школе. Гостем нашей студии будет врач-гигиенист, профессор кафедры общественного здоровья Института медицинского образования Новгородского государственного университета Галина Александровна Александрова. Вопросы уже можно будет задавать и в группе НТ ВКонтакте, и в группе «Отзывы ЧП Великий Новгород». Мы этот паблик благодарим за помощь в подготовке к программе. Ну а на сегодня все. Спасибо еще раз вам и спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что все это время были с нами. До свидания.